Для окружающего мира у Китая есть скромный фасад, а за ним и за тихими улыбающимися людьми стоит огромная военная и экономическая мощь. Фасадный образ Китая – милая панда. Именно этот образ был на Олимпиаде в Пекине. Но у этой панды внутри сила и мощь дракона, который претендует на то, чтобы скинуть США, стать мировым гегемоном и диктовать свою волю всем. А еще 30 лет назад над нищим Китаем смеялись. Китайское было символом дешевизны и ужасного качества подделки под западные бренды. Америка и европейские страны дружно, без зазрения совести, эксплуатировали нищих китайцев. Олигархи переводили в Китай свои производства. Ведь так было куда выгоднее платить китайцам копейки, вместо хорошей зарплаты жителям Европы и Америки. Но все резко изменилось, когда умные и хитрые китайцы смогли аккуратно и незаметно для остального мира стать экономически сильными и скупить долги других стран. Секрет чуда – экономический шпионаж, копирование технологий, взлом лицензионных программ, насыщение рынка страны продукцией собственного производства. И вот тогда сильного, независимого и хитрого Китая стали бояться. Есть исследования интеллекта по странам. Китай лидирует. Это означает, что в этой стране гораздо больше людей, умеющих выстраивать логические цепочки из фактов, и их нельзя запутать, показав эмоциональную картинку. Они понимают, откуда берутся власть и деньги, и принимают очень разумные решения. И еще китайцы очень хорошо понимают, как важно образование и воспитание усердия в каждом новом поколении китайцев. Китайские власти знают, что такое силы пропаганды, и не дают американским властям ни малейшего шанса вставлять свои программы в умы простых китайцев, держа жесткий контроль за средствами массовой информации и доступом к иностранным источникам информации. Всем известно, что в Китае нет Инстаграма, Фейсбука, Ютуба. В Китае есть свои социальные сети и видеоплатформы. Вот такой образ у Китая, страны с двойным дном. Путь Китая неповторим, но россиянам есть чему поучиться, если мы хотим в кратчайшие сроки повторить подобный взлет. Пишите свое мнение.